Так, ну что, друзья, давайте приступим к финальному видео по нашему курсу Cubase базовый. Я вот написал такой небольшой трек, небольшой кусочек в стиле какой-то хип-хоп или трэп. Да, давайте послушаем его и потом попробуем его как бы воссоздать, используя наши наработанные знания за прошлое видео. Ну, окей. Допустим, у нас с вами будет вот такой вот небольшой кусочек трека, да? Давайте попробуем сделать его заново. Вот у нас, допустим, с вами голый проект, ничего нет. Мы с вами заходим в Media Bay, нажимаем на нолик и заходим в сэмплы. Ну, например, сейчас мы хотим все построить на сэмплах и заходим в папку с нашими сэмплами. Затем выбираем папку, которую мы будем использовать. Входим в Drum Loops, к примеру, и слушаем, какие у нас есть драм-лупы. Послушали, выбираем понравившийся и перетаскиваем его на таймлайн. Готово. У нас с вами появился вот такой кусочек. Мы видим, что он у нас в темпе 160. Меняем с вами здесь темп на 160. Готово. Давайте послушаем, что за кусок. Окей, давайте мы его продублируем. Скажем, отрежем вот этот кусочек. И продублируем вот эту часть. Ну, вот у нас будет такой небольшой фрагмент. Дальше, что мы можем с вами сделать, это добавить, к примеру, 808 бас. Как мы с вами можем это сделать? В этом треке я использовал сэмплер трек. Смотрите, тыкаем здесь правой кнопкой. ADD сэмплер трек. Назовем это 808 бас. Заходим в наш Media Bay. Выбираем понравившийся нам 808 бас. Закидываем его в сэмплер трек. И теперь мы можем с вами играть. Давайте выделим ноту, на которой у нас оригинальную ноту, на которой у нас был наш сэмпл. Все, и теперь мы можем сыграть какой-то грув или же прописать это все здесь с помощью MIDI. И у нас с вами получается вот такой вот 808. Окей, давайте покрасим вот этот в коричневый цвет. А этот 808 бас, скажем, в желтый. Готово. Давайте здесь драмсы сделаем, скажем так. Окей. А 808 мы сделаем, ну, что это бас. Окей. Дальше мы можем с вами накинуть какую-то секцию браса. Опять заходим в сэмплы, слушаем понравившиеся сэмплы, либо одиночные сэмплы, либо какие-то лупы. Закидываем понравившийся сэмпл на таймлайн. И если он не в нашем темпе, то равняем его под наш темп, делаем какую-то нарезку, чтобы было интересно. И получается что-то такое. Окей, давайте покрасим этот брас. Давайте назовем его брас. Пусть это будет у нас кик.
Брас пусть будет красный. У нас как бы вот основа готова. Давайте закинем какой-то барабан на начало нашего трека, чтобы был какой-то разгон. Опять же заходим в сэмплы. Заходим, например, в Drum Loops и Build-Ups. Слушаем, какие начала нам нравятся, и также перекидываем на таймлайн. Окей. В начало хочется добавить каких-нибудь таких вокальных чопов. Тоже заходим в вокалы, слушаем, что у нас есть. Всякие голоса, лупы, фразы. Закидываем это на наш таймлайн и делаем какую-то нарезку. Я забыл сказать, что в начале трека у меня стоит Pro Q, который открывается фильтр. Давайте я его сейчас уберу. Уберу отсюда эффекты. Вот их нет. Как можно это сделать? Выбираем наш эквалайзер, ставим на нем точку, уходим в начало, нажимаем буковку V, включаем проигрывание. Снимаем буковку V. Давайте немножечко тут подровняем. Смотрим, что получается. Давайте на брассы мы тут поставим тоже какую-нибудь трубу. Окей, драм интро опять сделаем, допустим, рабочий. На вокал мы поставим, не знаю, вот человечка, делаем его каким-нибудь другим цветом. Теперь вот в этот небольшой кусочек хочется ставить какую-нибудь сбивку, да, сэмпл интересный. Опять же заходим в нашу папку с сэмплами и ищем какие-то интересные драмсовые лупы. Получается что-то такое. Назовем это перкуссия, изменим цвет. Вот в этом моменте хочется добавить какой-то элемент, какой-нибудь удар или что-то вокальное. Например, hey, да? Вот. Идем опять в сэмплы и забрасываем на таймлайн понравившийся нам сэмпл. Получается что-то такое. Клево. Так, перкуссия пусть будет опять. Это вокал опять какой-нибудь. Вот в этом моменте хочется также добавить какой-то перкуссионный элемент. Также идем в перкуссию, добавляем, получается что-то такое. И дальше хочется добавить также перкуссию вот в этот последний момент, когда все замолкает. Хорошо, добавляем. Дальше. Вот в этом моменте хочется добавить какой-то удар. Например, сбивку по томам. Идем опять в наши сэмплы и ищем интересные тома. Готово. В момент сильной доли хочется добавить более сильной трубы. Вот этот бум. Давайте поищем еще какие-нибудь сэмплы с трубой. Трубище у нас красное. Тома давайте сделаем опять коричневыми. Вот в этом моменте у нас идет реверс вот этой самой трубы. Как это сделать? Давайте покажу на примере. Давайте Ctrl-C, Ctrl-V. Мы с вами выделяем этот сэмпл. Аудио, процесс, реверс. Готово. И теперь мы с вами подтянем его. И сделаем здесь fade out. Получаем. Так, я закинул понравившийся райзер. Это тональный райзер. Так, теперь хочется добавить еще каких-то таких white noise'овых
Ищем white noise. Готово. Добавили white noise райзеров. Хочется добавить такой white noise крэш, когда вот идет сильный удар. Смена вот это. Чтобы он так разлетался, да? Ищем это в папке FX, white noise, down filter. И понравившийся кидаем опять же на таймлайн. Вот мы добавили с вами еще различных элементов, чтобы немножечко разнообразить нашу аранжировку. Добавили перкуссионных лупов, хай-хетов. И что у нас с вами теперь вырисовывается. Что я здесь сделал по обработке? Здесь есть такой вот вокал. То есть он у меня сначала то в правом канале, то в левом. Это делается, вот нажимаем на эту стрелочку. Выбираем здесь стандарт panel, left-right, то есть право-лево. Берем наш квадратик, наш карандаш и рисуем вот такую вот змейку. Нажимаем кнопочку R, это считывание нашей автоматизации. То же самое с этим элементом. По вокалу изначально он звучал вот так. После обработки я повесил здесь стереодилей и сделал эффект хаоса. То есть мы выставляем задержку правого канала относительно левого вот буквально в 15-30 миллисекунд. И наш мозг начинает ощущать, как будто это два разных звука, и создается ощущение стерео. Ну, дальше повесил немножечко сатурации, чтобы он был более такой с яйцами, и компрессор. То есть он стал более такой потяжелей. Ну, я не стал дальше подписывать это все, разрисовывать. Все это понятно, все делается по аналогии, как и здесь. Также на стереошине нам нужно с вами повесить лимитер, чтобы все это дело у нас не пиковало. Все, мы с вами выделили участок, который хотим сохранить. Нажимаем файл, экспорт, аудио миксдаун, выбираем сингл, то есть это будет один единственный файл, называем его, например, trap, выбираем WAV 48 кГц, 24 бит и нажимаем экспорт. И все, и вот у нас сохранился с вами наш трэп проект. Ну все, друзья, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, эти видео были вам полезны. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите, я практически всегда на связи. Надеюсь, у вас будут получаться восхитительно крутые треки. Вот, ну и не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, это будет очень здорово. Ну все, всех обнимаю, всем пока.